Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня у меня уже вторник, и я начинаю свой новый вязовлог. Подключилась, чтобы показать, что у меня связано за понедельник. Ну и в принципе покажу за воскресенье, хотя в воскресенье я не особо вязала. А, Как я уже говорила в предыдущем вязовлоге, я решила воскресенье сделать выходным днем и практически не вязать. Но я до такой степени уже привыкла, что я каждый день вяжу, что я не смогла прям не вязать. Я вязала вот такие вот кудряшки для единорожек. Здесь у меня челочки. В общем, передний локон, они такие коротенькие. И еще вот такая вот корзинка. Часть у меня тут в субботу связана была, когда видео монтировала. И остальные в воскресенье. В общем, все локоны я довязала. Их вот так вот много. Целая куча. Это все для единорожек. Хотя, в принципе, понятно, что локоны для единорожек. Вот. Это за воскресенье. Тут, в принципе, ничего интересного нету. А вчера у меня было связано не особо много. Даже не знаю почему. Возможно, потому что новая игрушка. И это вот такое вот чудо, которое я еще, ну, в общем, только вот такую заготовку связала. Как вы понимаете, у меня все в заготовках и толком ничего готового нету. Ну, вот так я решила вязать. Игрушка получается довольно-таки большая. Так, ну не взяла я, как обычно, никаких линеек. Я вообще не ожидала, что жирафик будет такой большой. Так, 14. В общем, померила, получается высота игрушки 25 сантиметров. Довольно-таки большая игрушечка получается. Я не ожидала, что она будет такой большой. Возможно, это связано с тем, что я вязала из Ярнар Дольче. Эта ниточка такая более плотная, и, ну, всегда игрушечки побольше получаются. Даже вот я котика вязала, вот этот котик из желтенького цвета. И, допустим, взять из Гималая, да, или там... Так, становись. Ага, так они не хотят становиться. Ладно, вот так. А так на камеру не видно. Ну и ладно. В общем, игрушка даже вот так вот получается более толстенькая, плотненькая, чем из другой пряжи. Воланса или там Гималая. Вот, так видно, да? Ну, в общем, такая пообъемнее игрушка получается. Вот. И поэтому жираф тоже получился вот такой вот большой. И даже в мастер-классе здесь глазки должны быть 14 миллиметров. Черненькие, а у меня вот такие вот глиттерные на 16 миллиметров. Просто потому что у меня были черные, но они поцарапанные. Какие-то такие мутные, черные, поцарапанные глазки. И я решила попробовать вот такие. Мне кажется, с такими даже очень-очень привлекательно выглядит игрушка. И в этот раз также было сложно одевать заглушки, но я взяла просто вот такой вот канцелярский нож. Просто вот это отверстие вот так вот звездочкой разрезала, наверное, разрезав 6 сделала. В общем, крестиков, ну и еще. Вот, и все равно с большим-большим трудом я одела эти заглушки. Но они очень-очень крепко здесь стоят, сидят и точно уже не вылезут. Вот. Ну, еще игрушка не готова, но все равно скажу. Это мастер-класс Magnolia Toys, все так же. Кстати, игрушки выбирала не я, а заказчица. И очень приятно, когда мои вкусы сходятся с заказчиком. Так, в общем, вот эта заготовка мне вчера вязалась, но не только, конечно. Здесь
Еще у меня есть и заготовочки другие. Рожки, ушки и пятнышки с мордочкой. Вот, готовы. Что-то еще хотела сказать, но уже забыла. Так, в общем, такая заготовка. И еще немножко у меня начат второй жирафик. И, ну, я думаю, понятно, да, что жирафик. Так. У второго тут тоже как бы есть заготовки, но не особо много. 2 ушка, 2 рожка. И уже ножки у меня есть. Вот, но, в общем, решила вам отснять все как есть, а потом уже начать дальше его вязать. Вот, так что начало положено. Вот такие вот. Не знаю, вроде бы и большие продвижения, все-таки игрушка большая, но как-то вот за день у меня вчера маловато связалось. Схема новая, нужно прям досконально смотреть прибавки, убавки. Ну, я думаю, что вторая игрушка пойдет побыстрее. В общем, план на сегодня у меня связать еще одну такую же заготовку. Ножки у меня уже есть. Ну и, в общем, вывязать полностью заготовочку. И еще я купила недостающую пряжу для заказа. Мы делали совместную такую закупочку с Катей с канала «Уютный мир игрушек». Ну, чтобы оптом купить. И, в общем, муж вчера отвозил Кате пряжу, которую мы купили. И она мне передала подарочек. Вот такой вот презентик в такой коробочке. Ну, в общем, просто хочу показать коробочку. Понятное дело, что она была красивенько запакована, но это я уже так примотала и все, потому что я ее открывала. Думала, что сниму вам, покажу, что там было. Ну, в общем, я все слопала. Но суть не в подарке, которым там был, да, а в том, что она мне дала на пробу вот такую вот пряжу. Я давно хотела попробовать ее, но не знаю, где купить по одному моточку такую пряжу. А на Wildberries нужно покупать по 5 мотков. И я вот подумала, что, ну, вдруг какая-то не очень такая подходящая для меня будет пряжа, да, или, может быть, сильно плотная, там, вот, Дольче мне не особо нравится, но мне в Дольче нравится именно вот этот желтый цвет, он очень яркий. Так что у меня сегодня план, в общем-то, попробовать вот эту вот пряжу Лавита Велюр. Такая она тактильно очень приятная. Думаю, что она мне понравится. Конечно, что-то такое большое я вязать из нее не буду, но вот таких вот семечек, пару штучек обязательно попробую. Тем более я хочу еще раз связать вот такую вот полочку с какими-то игрушками. Хотя бы до конца недели. Да, в общем, какие-то такие у меня планы. Возможно, что-то еще повяжу, но не уверена. В общем, план у меня на жирафа, на пару семечек. И, возможно, у меня там докупили же теперь цвета. И у меня не доставало одного цвета на зайчика по Магнолии Тойс и на одного динозаврика. Так вот, у меня эта пряжа есть. И, скорее всего, я сегодня довяжу эти заготовочки. Вот. Да, наверное, я что-то много хочу. Ну, в общем, посмотрим, что у меня из этого получится. И увидимся уже завтра в новом подключении. Пока-пока. Ну что, новый день, новое подключение. И показываю продвижение за предыдущий день. В общем-то, я не помню, какие там планы строила, но я думаю, вы секунду назад их смотрели и слушали. Так вот, из того, что я планировала, я помню, что мне нужно было жирафика второго. Я его сделала. Хотя нет, не сделала, у меня только заготовки. Вот такой жирафик. В принципе, одинаковые, наверное. Ну, это кажется как-то побольше. Ну, в общем, ладно. Когда оформлю, все сделаю
потом посмотрим. Так, в общем, вот таких вот два красавца. Далее я говорила, что довяжу недостающих малышей. У меня не было вот такого вот цвета. Это Воланс 13 цвет. Такой, знаете, бирюзовый, наверное. Хотя вот сейчас через камеру я его вижу голубым каким-то. И не хватало еще зайчика вот такого. Вот. Это Воланс 18. Так, ушко, ты чё? Что-то у меня ушко сегодня торчит. Ну, в общем-то, вот как-то так. А еще я в заготовках нашла вот таких вот два панциря. И вспомнила, что я хотела связать еще черепашек, чтобы у меня было на полочке 4 черепашки. Ну, в общем, как в мультике есть, там фиолетовый, синий, оранжевый и красный. Вот. Вот такого вот синенького у меня купили. И я сразу вспомнила, что я хотела и довязать это все дело. У меня в магазине есть там вот такие вот типа корзиночки, да, и я вот хочу их 4 штучки в корзиночку поставить. Должно поместиться. Ну, тут еще и место остается. Вот, и думаю, что хотя бы по одной игрушке на полочку надо бы тоже вязать какую-то. Потому что у меня тут аренда как бы в октябре заканчивается. И я вот не знаю с этими заказами, может быть, мне не стоит уже ее арендовать, потому что я просто физически не успеваю все вязать. Черепашка связана по мастер-классу Екатерины Карамановой. И вот я уже когда вязала черепашку, вспомнила, что Катя мне подарила мастер-класс на маленького басика. Она смотрела мое видео и прислала мне в подарок мастер-класс, чтобы у моих котиков был еще и малыш. Вот. Так вот, думаю, что сегодня мне нужно связать этого маленького басика. У меня вот прям навязчивая идея. Не могу ничего вязать, мне нужен теперь этот басик. И еще за вчера мне уже перед сном получилось повязать семечек. Так, ну, семечки быстро вяжутся. У меня 4 штучки. 2 котика. Так. Ну, в общем, 2 котика, вот таких вот серый и рыженький, и 2 зайчика. И кто-то сейчас может подумать, что это зайчики, которые я уже вязала. Котики, да? Но нет, смотрите. Эта банда у меня тут. А это у меня новенькие. Так что все без обмана. Вот. Получается, за вчерашний день у меня получился жирафик заготовка, зайчики, динозаврик, 4 семечки и черепашка. Но опять же, из готовых работ у меня получается только семечки, а остальное все мне еще нужно оформить. И, наверное, я сегодня, раз уже убрала вот так стол, сегодня, наверное, займусь оформлением игрушек, которые у меня есть. Потому что, ну, как-то сроки поджимают, а у меня ничего готового нету. И пришивать что-то мне не особо хочется. Если я это все оставлю на потом, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я и так не люблю ничего пришивать, а тут еще нужно будет целой корзины всего пришить и вышить. Вот. Ну, жирафы мне прям очень нравятся. Они прям такие яркие получились. Я думаю, когда я их оформлю, прям будет шикарненько. Так, ну что, если сегодня буду оформлять и ничего не повяжу, то, наверное, не знаю, буду завтра подключаться или нет. Ну, в общем, посмотрим. Если повяжу, значит подключусь. А если нет, то уже на следующий день подключусь и покажу свои продвижения. Вот. Но сегодня свяжу одного басика, это точно. И потом буду все пришивать.
Все, увидимся в следующем подключении. Ну что, наверное, не буду убирать ничего со стола. Пусть все вот так и будет, как оно есть. Либо я сегодня тоже не сниму. В общем, подключаю. Сегодня у меня пятница. И вчера я не снимала. Все дело в том, что вчера показывать особо нечего было. Я вчера занималась сборкой игрушек. Оформила 10 зайчиков, 5 аксолотлей и 5 динозавриков. Ну, в общем, все им вывязала. Там гребень, ушки, жабры, вот это вот все. Повышивала носики, ротики, утяжечки. В общем, все поделала, но в этом кусочке показывать не буду, потому что это нужно все убрать, достать. И, в общем, покажу, может быть, завтра в конце видео. Да, наверное, вот так сделаем. И кроме сборки я еще успела связать 2 семечки. Я уже убрала все игрушечки, и вот решила заново все потихонечку вязать. И вчера у меня буквально связано 2 семечки. Черная и вот этот зайчик, по-моему. Ну да. Это уже из новой пряжи, которая пришла. Вот, и черненький котик. Так, дальше. И еще, как я и собиралась, я вчера связала вот такого вот котика. Это мини-басик. Не знаю, там какая-то паника у людей. Говорят, нельзя это называть, там еще что-то. Ну, ладно. Кто-то говорит, что Инстаграм нельзя упоминать. Видео, что-то там еще. Мне прям иногда умиляют такие моменты. Ну, в общем, ладно, проехали. Вот такой вот котеночек. Красивенький, миленький. Возможно, он бы получился намного лучше, если бы я использовала пряжу не дольше. Я вообще не знаю почему, но сверху лежал моточек серого, ну, такой остаточек, и я решила с него вязать. А потом уже, когда связала немножко, думаю, ну, это такой жесткий, наверное, это дольше. Вот, и еще у меня здесь носик просто вышит, вот такой вот, и глазки обычные. Если бы сюда поставить желтенькие, то было бы, наверное, получше и больше похоже на оригинал, да, так как на задумку. Но у меня вот так получилось. В целом, миленький котик. Пока связала только одного и не особо поняла, быстро вяжется или нет, но до часу вместе с бантиком совсем. Но, возможно, можно и быстрее его вязать, просто эта ниточка такая, знаете, более плотная, шершавая. Ну, уже начала и довязала. Вот. В общем, такой вот котик. Но так как глазки он здесь не желтенький, то его, наверное, басиком и не назовешь. Вот, просто котейка. Думаю, что еще таких повяжу. Кстати, не сказала, это мастер-класс платный. Ссылочку я вам оставлю. Вот. Что-то я уже всех мастеров не могу запомнить. Фамилии, имя. Вот, так что извиняйте. Но ссылки обязательно будут. Так, и давайте покажу вот этот вот хаос. Это я... Ну, вот эти моточки, это я приготовила на сегодня. Такой у меня план. Повязать из этих вот моточков. Это у меня тоже на сегодня. И сейчас покажу то, что было связано вчера. Вчера у меня было связано вот такая вот куча запчастей. Так, это ручки. Это вот такие вот рожки. Ну и пятнышки. Ну и, в принципе, по цвету и по всему понятно, что это будут жирафики, но только не такие. Кстати, этих я тоже еще не собрала. А другие. Так, тут у меня тоже заготовки. В общем, вот такое вот тело. Я уже одно попробовала, приложила, посмотрела, думаю, как оно все будет выглядеть. В принципе, все хорошо. И наделала заготовок еще на остальных.
Ну, в принципе, мне всего 3 надо таких жирафа сделать. И будет это выглядеть примерно вот так. Выглядит как-то, может быть, несуразно, но я потом прилаживала рожки сюда, ушки, и очень даже мило смотрится. И мне кажется, что я уже такого одного жирафика как-то вязала, может быть, год, может, 2 назад. Но мне точно вот такой вот плюшевый стоит на полочке в магазине. Только мне кажется, что он там размером побольше. А здесь вот получается... надо, наверное, взять у ребенка линейку. Что-то у меня вечно проблема. Нет линейки, а метром мерить одной рукой вообще неудобно. Так, ну пусть это будет 15, 16, 17 сантиметров, да, без головы. А там, мне кажется, прям такой какой-то побольше у меня. Ну, ладно, посмотрим. Хотя это пряжа Дольче. Ну, я не знаю, соберу сегодня или нет. Я не особо хочу собирать. Не настроилась на сборку, потому что я только вчера и так все пришивала, вышивала. Поэтому хочу сегодня и вообще повязать. И у меня еще связано 3 головы. Да, там больше ничего нету. Вот. 3 заготовочки на головы. На головы. 3 заготовки голов на жирафиков. Вот такие они. В мастер-классе вот эти глазки ставятся на переходе между мордочкой и, ну, в общем, на переходе с желтого и коричневого. Я так приложила, и оно так как-то не очень смотрелось. И я вот сделала вот так. Ну, я думаю, достаточно хорошее продвижение у меня вчера. Вот буквально вот эти 2 ножки, это я уже сегодня связала. Вот. Да. Как-то так. Немного, не мало, но я думаю, хороший результат. Так. Вот я распечатала бумажечку. Вот такой вот жирафик. Только вот автор вяжет, ну, по крайней мере, так написано, вяжет 5. Я вяжу 3,75, конечно. И он у меня такой поплотнее, да, получается. Ну, я думаю, зато он будет очень хорошо держать шею, голову и все остальное. Так. Я даже пятнышки эти вывязала. Вот у меня куча есть. Так что вяжу. План у меня на сегодня связать 2 вот таких вот тела. Ну, я думаю, это легко и просто, так как у меня ручки уже связаны. Вот они есть. И хочу, не знаю сколько, сделать заготовок на другие игрушки вот таких вот цветов. Ну, не знаю, что у меня получится. В общем-то, увидите в следующем подключении, в следующем кусочке. Вот. Если что, ссылочку на этого жирафика я тоже оставлю в описании, вдруг кому-то нужно. Да и вообще просто все ищите в описании, все найдете там. Я, в принципе, всегда стараюсь все описания, ссылки оставлять, да, под видео. Но иногда там, если какая-то маленькая одна игрушка, и там я ее мельком показала, я могу забыть. А обычно я монтирую видео и сразу записываю, ну, что обещала. У меня прям в блокнотике вставить там, где подсказку какую, ну, в общем, все в блокноте отмечаю. В некоторых местах там, допустим, нужно вставить предыдущий влог или там какой-то мастер-класс, да, подсказочки, которые всплывают вот здесь вот вверху. Я вот сразу при монтаже записываю время, ну, в какое время это нужно вставить. И также мастер-классы тоже подписываю сайты, либо там просто ссылки на группы какие-то, где-то что-то, где это все можно найти. Так что ищите все в описании. Хотя все равно находятся те, кто спрашивает, где, дайте ссылку. Вот. Но меня всегда удивляют и радуют люди, которые заходят в комментарии к предыдущим
людям, да, которые что-то спрашивали, и там сразу просто находят ответы. Да, это тоже такой момент приятно. Кто-то задал вопрос, я ответила, и вообще другой человек зашел, написал спасибо. Вот. Ну, в общем, так интересно. Есть такие. Я, кстати, тоже иногда захожу, что-то там не нашла, захожу вниз, почитаю комментарии и частенько нахожу ответ на свой вопрос. В общем, что-то я тут разболталась. В общем, все, пошла дальше вязать. Увидимся в следующем подключении. Снова всем приветик. Сегодня у меня уже суббота, и я подключилась показать свои продвижения. Сначала я быстренько хочу показать те готовые работы, которые были связаны у меня сегодня. Это вот такой вот крабик. Он очень быстро вяжется. Это крабик с канала Тепло и уют Татьяна. Вот. И еще у меня сегодня связано два котика. Вот такие. Тут даже рассказывать нечего. Один котик у меня был связан вчера. Это из Лавиты. Что хочу сказать. Немножко потоньше Лавита по сравнению с Волансом. И даже котик получается немножко, ну как, поменьше, да. Но, возможно, это от того, что, ну, партия другая, либо цвет, да. Потому что, допустим, есть и в Волансе какие-то цвета, в которых тоже бывает нитка тоньше, толще. Вот, но, ну, такие неоднозначные у меня впечатления. Она мягкая, но что ли плоская, я не знаю. Она неплохая, но и не хорошая. Но в любом случае она намного лучше, чем Дольче. Вот. Да, вот такие вот у меня выводы. Больше, в принципе, сказать и нечего. И вот такой вот еще котеечка. Так, в общем, это два сегодня. Это вчерашний. Но показываю его сегодня, потому что, как видите, я повесила уже бирочки и хочу их отвести на полочку. Ну, в общем, там у меня совсем все плохо. Никаких добавочек нет на полочке, надо отвести. Вот, и пока муж согласился, я решила вот отснять и... Так, не падай. И, в общем, вам показать. И еще на полочку поедут вот эти вот котики. Их я уже тоже показывала. Вот, ценничек. И Басика тоже, да, показывала. Ну, вот так оценила. Не знаю, купят, не купят. Позже узнаем. Еще сюда я положу... Там у меня есть брелочки, пончики, авокадики. Ну, что-то, в общем, у меня там есть маленькое, сюда поставлю. И, возможно, там игрушки, которые есть на полочке, да, уже просто надо будет переместить сюда, потому что, ну, полочка там, не знаю, сантиметров 70. Вот. Ну, в общем, как-то так. Не успеваю я все это дело заполнить. Хочу, в общем, сегодня, чтобы они уехали. Так. Ну, здесь у меня жирафики, как обычно, не собранные. И еще там спрятано кое-что, но сейчас я это все соберу мужу, чтобы он отвез. И поставлю штатив и покажу вам уже то, что у меня собрано, и продвижение за пятницу. Вот так вот. Немножко сумбурно, но я думаю, понятно. Так что через секундочку подключусь на штативе. Наконец-то я убрала немножко со стола и могу спокойно поставить штатив и снимать. Итак, показываю вчерашние свои продвижения. У меня две заготовки на, хотела сказать, единорожек, на жирафиков. Тут у меня еще третья есть, но она у меня уже была. Так, в общем, две. На камеру кажется, что тут какие-то дырки, особенно вот так.
Но вживую ничего этого нету. Наверное, так просто освещение падает. Или, может быть, камера так передает. Так, в общем, на жирафике все готово, осталось только собрать. Чем, наверное, я сегодня и займусь. Так, дальше. У меня довольно-таки хороший вчера продуктивный день был. Много связалась. Связала я вот такие вот заготовочки разных цветов. Вот такие вот. Ну и кто такие вязал, либо, может быть, видел на моем канале, у меня была такая игрушечка Авокотик. Вот. Не знаю насчет того, как оставлять ссылки или нет. Я, наверное, оставлю ссылки потом, когда я его свяжу. Но вяжу я его, как и в прошлый раз, сразу по двум мастер-классам. Я заготовку на авокадо взяла из одного мастер-класса. Ушки, хвостик и вот такое сердечко будет из другого. Дело в том, что в одном мастер-классе там вяжется вот эта вот деталька, отрывая несколько раз ниточки. Мне это не понравилось, и я, в общем, вяжу по другому мастер-классу, где все это дело вяжется одной деталькой. Мне так удобнее, мне так проще, и, в общем, экономия времени. И не люблю я просто отрывать нитку, привязывать и вязать, и такое, в общем. Ну, не для меня, в общем. Так, сердечки будут вот так вот. Что-то я уже не помню, как там должно быть в сочетании, но у меня там есть фотографии, записано. Так, сюда синее, сюда обычное зеленое. И вот здесь вот такое. И у меня есть всего один хвостик. Да, на больше мне не хватило вчера. В общем, вот такие вот будут авокадинки, авокотики точнее. Но в этом подключении на этой неделе вы их еще не увидите. Увидите готовые работы уже в следующем видео. Вот. Так что вот такие дела. Очень даже красиво смотрится. Но только освещение не очень. Ну, посмотрим. Может быть, когда я уже отсниму видео, и яркость там немножко преобразится. Вот. Вообще в оригинале в мастер-классе вот эти вот лапки пришиваются отдельно. Но я, как уже сказала, я вяжу по-другому немножко. Я их ввязываю. Я думаю, смысл от этого особо не меняется. Лапки есть, ножки есть. Смотрят также вниз, как и в мастер-классе. В общем, я думаю, все отлично. Также еще я заказала носики. Нашла интересный такой сайт. Заказала там носики и клювики. Еще раз заказала, но уже посылка точно идет. И, в общем, после этих авокадиков там мне нужно будет связать еще уточек. И вот как раз я думаю, что завтра, послезавтра, после выходных придут эти клювики, я смогу их спокойно вязать. И для этих заготовок у меня носики еще придут. Глазки у меня красивые есть, а вот носиков не было. Так. Это мои такие хорошенькие вчерашние продвижения. Сегодня не знаю насчет вязания, но сборка точно какая-то у меня будет, потому что нужно собирать. У меня много несобранных игрушек. Ну и давайте немножко хотя бы покажу то, что у меня готово. Это вот такие вот аксолотли. Ну как-то совсем со светом плохо. В общем, они немножко полежали, и что-то у них ушки вот так загнулись. Ну, я думаю, они еще и в посылке загнутся, да. Ну, ничего, я думаю, там расправят их, куда они приедут, и будет все хорошо. Вот.
А может быть, это так и должно быть. Я же не знаю, как у других. Но, по крайней мере, на фотографиях у всех вот так вот красивенько выровнено. Вот. Вот так. Вот. И совсем тогда другой вид получается. Так, в общем, такие у меня аксолотли. Вот такой вот сиреневый еще. Наверное, надо было выставить это все. Ну да ладно. Так, динозаврики. Вот такой вот бирюзовенький, розовенький, желтенький красивый с оранжевым. Пузика я здесь вывязала. Ой, вывязала. Вышила. Вот. Такой красавчик. И вот такой поярче. Так. Все это по мастер-классу Magnolia Toys. Вот такие вот зайки. В принципе, я эти все расцветочки уже показывала. И не один раз. Да и зайчиков вы не один раз этих видели. Вот такие малыши. Вот такие серенькие. Вот. Здесь вот так. Молочный. Голубенький. Кстати, не помню, был ли у меня голубенький или нет. По-моему, не было. Вот это мой любимый такой вот более натуральный цвет. И последний розовенький. Вот. Вроде бы всех показала, но тут, в принципе, одно и то же, просто расцветки, да, показать. Так, ну ладно, уже я тут за кадром все аккуратненько поставлю, чтобы уши не топырщились у них. Просто им еще недельку точно придется постоять. Так, ну что, вот такие у меня продвижения. Сегодня хоть у меня суббота, но вряд ли я сегодня еще смогу подключиться. А завтра я хочу выпустить видео. Ну и, соответственно, его сегодня нужно смонтировать, чтобы оно завтра вышло. Поэтому на этом я закончу свой вязовлог. И начну все так же потом с понедельника, со вторника его снимать. Вот, вроде бы вам понравилась такая идея. Как раз я что-то соберу на выходных и покажу вам в понедельник то, что у меня там собрано будет, допустим. И потом вот так опять буду понедельник вязать, во вторник показывать и так далее. В принципе, мне самой такая идея нравится. Мне нравится, что я себя таким образом мотивирую снимать почаще видео. И даже, можно сказать, даже вязать у меня получается немножко побольше. Но все-таки я же знаю, что мне там на следующий день нужно снять, да, и чтобы было мне что показать. Вот. Но единственное, что мне не очень нравится, это, знаете, не каждый день хочется снимать. Ну, не физически, наверное, а морально. Вот. Но все равно мотивация есть в том, что как бы, ну вот, начал уже в начале недели снимать, да, и стараюсь потом более-менее каждый день снимать. Так что вот такие вот дела. На выходные никакие планы пока строить не буду. Как я уже сказала, буду собирать только игрушки. И, возможно, авокадиков повяжу. А с понедельника у меня там останутся уточки в 2 размерах. И черепашки ниндзя вроде бы. Ну, надо еще свериться там со списочком, что у меня еще есть там вязать по очереди. В общем-то, на этом все. Увидимся в следующем видео. Всем огромнейшее спасибо за просмотры, за добрые комментарии и всем пока.